Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Энергетическая бедность Европы или глобальная экономия и забота об экологии. Александр, что такое происходит? Европа вот постепенно все меньше и меньше потребляет электроэнергии, все меньше потребляет энергоресурсов. Это они такие экономные, вот как с газом из России. Получилось, что они на 20% сэкономили потребление, или они уже не могут себе позволить потреблять электроэнергию, бензины и прочие энергоносители в прежнем объеме. Давайте о статистике, а потом вот эту часть про зеленый энергопереход свяжем с этой статистикой и приправим это немножечко снегом в Мадриде. Итак, домохозяйства ЕС уже в 2023 году проявили чудеса энергоэкономии. Они сократили свое потребление энергосырья с уровня 2021 года на 13%, главным образом за счет метана, сообщил Евростат. Ну, действительно, сокращение спроса на природный газ, метан, является одним из любимых сюжетов на этом нашем канале. Потребление в 2023 году сокращалось по отношению к 2021 году, если брать только Европейский Союз, без учета Великобритании, примерно на 85 миллиардов кубических метров. Это довольно много. И вот это сокращение в основном было связано с падением спроса у населения и падением спроса в промышленности. При том, что электроэнергетика вела себя неоднозначно. В отдельные периоды электроэнергетика даже демонстрировала рост относительно показателей 2021 года. То есть в основном падение было у таких категорий, как промышленность и население. Хотя потом электроэнергетика тоже внесла свой небольшой вклад в это суммарное сокращение, но именно небольшой, то есть по сравнению с населением и промышленностью вообще ни о чем. Почему произошло сокращение? В общем так, дома европейцев в 2023 году потратили 9,6 миллиона тераджоулей. Обожаю, когда они в энергетических величинах, знаете, считают. Притом считают, тут мы считаем тераватт-часы, тут мы считаем тераджоули. Хотите, переводите, не хотите, не переводите. Ну, Евростат, он такой, он особенный. Хотя еще в 2011 году эта цифра, этот показатель достигал 11 миллионов тераджоулей. Ну, то есть стало 9,6, а в 2011 году было 11. Кстати, легко запомнить. В 2022 году 10,1 миллиона тераджоулей. Доля энергопотребления на бытовые нужды в общем спросе на энергоресурсы 26% в 2023 году. Из нее 29,5% это потребление газа, 25,9% потребление электроэнергии, 23,5% это ВИА и биотопливо. Тут, наверное, стоит пояснить, почему 23 год. Это коллеги с «Нефти и Капитала» увидели новую статью, подготовленную Евростатом, у Евростата есть данные с лагом где-то месяцев в 3, то есть они публикуют месячные данные, публикуют такую подробную статистику с небольшим опозданием, но сводные данные они делают с опозданием более чем на год. Обычно с шагом где-то в 1,5 года они публикуют итоги годовые. То есть вот 23 год, чуть ли не в середине в середине, по сути, 25 года. Итоги 23 года вот подвели. И в связи с этим коллеги с «Нефти Капитала» стали по этому поводу высказываться. Ну, точнее, просто брать и пересказывать. А мы пересказываем вам. Но сейчас ничего, некая аналитическая составляющая тоже будет. Электроэнергия в домах европейцев тратилась главным образом на отопление 62,5%. Далее идет нагрев воды 15,1%. На освещение и зарядку бытового электрооборудования ушло только 14,5%. На электроплиты 6,5%. Это что же у вас там? Еда. На газу готовятся, а? Европейские потребители. Вы что это творите? Всем надо отказываться от газа. Ну или в крайнем случае подмешивать туда водород. Вы разве об этом не знали? Странно. А Евростат и Еврокомиссия на этом настаивают. Любопытно, что меньше всего электричества тратилось на кондиционеры 0,6%.
Ну вот теперь. Электроэнергия в домах европейцев тратилась главным образом на отопление 62,5%. А здесь кроется ответ на большую часть проблем, связанных с потреблением именно этого энергоресурса. И значительная часть сокращения в этом сегменте объясняется такой большой долей, фактически 2/3, которую занимает отопление. Дело в том, что если мы сравниваем 2021 год с 2023 годом, то мы не можем не отметить, в общем-то, довольно очевидные вещи. Типа того, что в 2021 году, в начале 2021 года, то есть январь-февраль, зима была холодной. Притом настолько холодный, что в Мадриде выпадал снег. Там еще половину Испании парализовало, потому что где-то снег с дождем. В общем, крайне неприятная ситуация для страны, которая, в общем-то, привыкла к тому, что, знаете, ну, если в феврале плюс 9, то что-то как-то прохладно. А тут снежочек. Все высыпали на улицу, такие, елки-палки, что с этим делать? Кто-то подручными средствами откапывал машины, кто-то изображал, как будто он на горнолыжном курорте, там буквально люди такие на лыжах, ура, не надо в Альпы ехать, Альпы пришли к нам сюда. Кто-то там играл, выяснив, видимо, что можно снеговиков лепить, можно вот снежками кидаться, ну, тем более, что кино рождественское всякое все смотрят, а там такие сюжеты имеют место. В общем, но при этом общественный транспорт страдал, железнодорожное сообщение страдало, личный транспорт страдал. В общем-то, люди, мягко скажем, не были готовы к такому развитию событий. Поэтому всех просили, посидите дома, пока вот тут спецтехника не поездит, пока мы там не поможем тем, кто на трассах застрял, а там люди на трассах застревали. Ну и, как вы понимаете, если зима холодная, и если вот у вас снежочек выпадает, если в целом вот такая ситуация складывается, наверное, вы на отопление будете тратить чуть больше, чем в условиях, когда зима у вас теплая, или в целом, когда у вас более теплый отопительный сезон. А тут мы приходим в 23 год. 23 год интересен тем, что там было как минимум 2 аномально теплых месяца, это октябрь и ноябрь. И в Европе в октябре и ноябре даже резко сокращалось потребление газа в связи с этим, потому что производство электрической энергии снизилось ввиду отсутствия спроса. Отопление не надо было включать, ну, потому что, опять же, спроса нет. И потребление газа так прям просело. Это даже на фоне того просаживания, которое мы наблюдали в целом в период с 22 года по, ну, раз мы говорим про 23, то по 23 годы включительно. Месяц к месяцу, месяц к месяцу. И если мы все это сравниваем с 21 годом, то, да, мы видим резкий спад. Более того, даже если мы с 2020 годом сравним, все равно обнаружится этот самый резкий спад. То есть значительная часть вот этого сокращения спроса в этом сегменте объясняется тем, что в 2021 году был повышенный, аномально высокий спрос на электрическую энергию. Притом этот аномальный спрос в первом полугодии в целом 2021 года был настолько велик, что даже проблемы второго полугодия, а во втором полугодии уже вовсю бушевал энергетический кризис и наблюдались высокие цены на энергоресурсы. Так вот, вот это второе полугодие, его эффект не смогло перебить позитивный, положительный эффект, то есть эффект роста, который был в первом полугодии. В том числе он там был, потому что очень холодная зима. И тут теплая осень, теплое начало отопительного сезона в 2023 году. Собственно говоря, октябрь-ноябрь, ну, в Европе преимущественно все-таки ноябрь, это начало отопительного сезона. И тут, если у вас вдруг тепло, хорошо, мухи не кусают, зачем вам включать отопление? Незачем. Комфортные плюс 18, ну, плюс 15 в помещении. Ну, зачем обогревать? Оделся потеплее, надел свитерочек и ходи довольный. Но при этом данная ситуация, то есть разница в погодных условиях, не отменяет того факта, что часть сокращения спроса объясняется высокими ценами. Выросли ли цены с 2021 года на ту же самую электрическую энергию? Да, безусловно, выросли. Особенно если мы берем именно 2023 год. Там потом были разнонаправленные движения, то есть в 2024 году, если я не ошибаюсь, даже небольшое сокращение наблюдалось тарифов, что было связано с снижением цены энергоносителей. Но в 2023 году наблюдался полноценный эффект вот этого повышения тарифов, что было связано с ростом цен на энергоносители.
Начинали ли люди экономить? Безусловно. Если, опять же, мы посмотрим если мы посмотрим на динамику сокращения спроса, очистив ее от погодного фактора, а там есть определенные коэффициенты, то есть там снижение на определенный градус дает вот такой-то прирост спроса на электрическую энергию. Там, условно говоря, если на 1 градус снижается температура наружного воздуха, средняя температура наружного воздуха, то потребление электрической энергии там будет расти там, на 0,2%. Ну вот такого рода. Если мы уберем вот эти показатели, то мы все равно увидим сокращение спроса, которое было вызвано, разумеется, тем, что люди просто стали меньше потреблять энергоносителей в целом, ну и электричество в частности. И газа тоже меньше стали потреблять, что отражается в европейской статистике. Но тут интересно не в очередной раз проговорить, что, вы знаете, высокие цены приводят к тому, что люди начинают меньше потреблять. Это свежая мысль, мне кажется, уже всем немножечко надоело. Нет, здесь скорее более ценно проговорить, какие еще факторы приводили к вот этому снижению. Потому что постоянно объяснять все только высокими ценами тоже неправильно. Это сбивает прицел, это сбивает наше понимание происходящих событий, в том числе происходящих событий на европейских энергетических рынках. Нужно понимать все факторы, которые влияют на эти события, в том числе факторы погодные. Нужно понимать, что если у вас аномально холодная зима, то, наверное, у вас потребление энергоносителей будет выше, чем в условиях, наоборот, довольно теплой погоды. Кстати, декабрь в 2023 году тоже каким-то аномально холодным не был, особенно если мы сравниваем с январем-февралем 2021 года. То есть в целом четвертый квартал 2023 года принес такой вот в большей степени с точки зрения погоды обеспечил снижение спроса на энергоносители. Ну вот. Но при этом мы с вами видели, но при этом и забывать ценовой фактор тоже было бы несправедливо. Понятно, что если вы очень хотите, вы можете сказать, ну, ребят, ну, погода. Ну, вы же понимаете, ну, погода. Но ценовой фактор, как быть с ним? Ведь ценовой фактор, он ведь проявляется не только в том, что люди меньше стали потреблять энергоносителей. Нет, ценовой фактор будет отражаться на всей экономике. Притом на всей экономике и в первую очередь на таких отраслях, которые, ну, не являются сверхнеобходимыми. Например, будет отражаться вот это повышение цен на энергоносители и экономия, которая начинается со стороны населения, будет отражаться в потреблении автомобилей. Соответственно, потребление автомобилей будет отражаться на объемах производства автомобилей. И что мы видим? Мы видим, как в Европейском Союзе, да и в Европе в целом, в период с 21 по 23 годы падает рынок. При том, что, ну, авторынок. При том, что даже 2021 год не был каким-то эталонным, не был каким-то сверхуспешным. Нет, наоборот, он был довольно-таки провальным для этого рынка, потому что к тому моменту не первый год шло падение, оно началось году в 2018. Вот, сейчас не будем углубляться в причины, если будет повод, поговорим о них подробнее, просто пока как факт. Вот, в 2018 было небольшое снижение, в 2019 уже было существенное снижение, ну и обвал был в 2020 году, я думаю, все понимают почему. Однако в 2021 году хоть и намечалось восстановление, но полноценное восстановление не произошло, потому что пришел энергетический кризис, потом 2022 год с его веселой атмосферой и 2023 год, который мы здесь разбираем. И завершая это все, привязывая к зеленому энергопереходу, замечу, в рамках концепции зеленого энергоперехода снижение спроса на электрическую энергию, в том числе на электрическую энергию, которая производится из ВИА, недопустимо. Однако, факт. На сегодня все. Александр, большое спасибо вам за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленных комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», телеграм-канал «Инфотек», ну и на сайт «Инфотек» тоже заходите. Там, я думаю, Борис Леонидович как раз напишет нам очередную судьбоносную статью. На сегодня все. Всего хорошего.